Привет! В этом мире достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить потребности каждого человека. Но недостаточно, чтобы унять жадность хотя бы меньшинства. В этом ролике мы поговорим о такой важной социальной теме, как антипотребление. И постараемся понять, как отказ от ненужных вещей может улучшить нашу жизнь. Ведь сами того не понимая, мы рискуем стать рабами собственных вещей, которые по большей части нам даже не нужны. Ставь лайк, подписывайся на канал, и ты узнаешь, как освободить свой разум от ненужного потреблятства. И станешь чуть более счастливым. И будем терять ни секунды, погнали! И у каждого человека в шкафу хранится просто огромнейшее количество ненужных вещей, а у некоторых это вообще превращается в какую-то болезнь. И в какой-то момент я начал понимать, что излишнее потребление делает людей очень несчастными, превращает высокоинтеллектуальных разумных существ практически в рабов своих собственных вещей. И в какие-то моменты я даже сам страдал подобным недугом, и мне хотелось накапливать все больше и больше различных благ. Но потом я понял, что можно быть значительно более мобильным и уместить всю свою жизнь практически в один чемодан. Я вообще приверженец такой философии, владея всем, не имея ничего. Это немного раскрывает стиль и образ моей жизни. То есть я считаю, что нужно заниматься больше духовным, нежели физическим. Больше познавать себя изнутри и меньше зацикливаться на внешние атрибутики. Так, например, я никогда не бегаю за какими-то модными брендами, крутыми шмотками. Для меня это абсолютно бессмысленное занятие. Людям же часто срывают крышу от всяких модных брендов. Я же свободен от этого всего. Меня это абсолютно никак не влечет. Поэтому я предпочту просто купить какую-нибудь недорогую черную кофту без каких-либо логотипов. Это разумно, потому что за бренд мы часто переплачиваем еще и 0,9 от цены. И как маркетолог с очень большим стажем я могу сказать точно, что дорого не всегда означает, что качество. Люди покупают то, что покупают. Ничего общего между ценой и ценностью здесь нет. Люди вообще сумасшедшие. Покупают себе какие-нибудь последние айфоны в кредит, чтобы выглядеть круче в чьих-то глазах. А потом все это оставшееся время они бичуют и жалуются на то, что у них нету денег. Да потому что здесь все просто. Нужно жить по своим средствам и никогда не залазить в заемные деньги. Например, за мной есть такой факт, что мне уже почти 34 года, и у меня за всю жизнь не было ни одного кредита. И если мне что-то было очень сильно нужно, я сначала пытался заработать денег, чтобы потом это купить. Если же я что-то не мог себе позволить, я просто проходил мимо и особо не парился на этот счет. И возвращался уже в тот момент, когда у меня были на это деньги. Вообще, я считаю, что очень многое в этом мире потребляется не из-за нужды, а из-за человеческой жадности. Не говоря уже о том, что многие вещи просто-напросто выкидываются, чтобы они просто не упали в цене. Гораздо лучше, я считаю, сосредоточиться на изучении этого мира, изучении самого себя, нежели заниматься каким-то накопительством. Потому что жизнь, она реально очень короткая. Вы не сможете забрать с собой все вот эти вот вещи. Сколько я видел всего вот этого вот ненужного хлама, который остается после людей, который реально никому не нужен. Перед смертью вы вряд ли будете жалеть о том, что не купили себе какую-то там модную футболку. Вы будете жалеть о том, что не повидали этот мир и не делали того, что вы хотели делать. И вообще лучше делать глупости, ошибаться, снова делать глупости. И так раз за разом, до тех самых пор, пока у вас что-то не получится. Ведь в конечном итоге цель нашей жизни – это обретение внутреннего счастья, обретение внутреннего баланса. Если вместо этого ты занимаешься ненужным потребительством, это будет тебя очень и очень угнетать. Это глупо, люди работают на 3 работах, чтобы купить какие-то ненужные вещи, чтобы произвести впечатление на людей, которым вообще абсолютно пофиг на вас. Не лучше ли на самом деле сконцентрироваться на том, что вам действительно интересно, на том, что вам действительно нужно? На самом деле человеку не так-то уж и много всего нужно для счастья. Остальное все уже идет из жадности, а жадность нас никогда не приводит к счастью. Потому что чего бы мы в таком случае не заполучили, мы будем хотеть еще и еще. И этот процесс будет бесконечен. Поэтому нужно уметь отличать то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано обществом. Ведь в этой эпохе потребления действительно слишком много всего, что вам навязывают. И самое главное, даже когда вы это приобретете, вы все равно не будете счастливы, потому что есть такая вещь, как запланированное устаревание. Запланированное устаревание – это один из самых хитрых трюков маркетинге, который подсаживает вас на привычку покупать. В таком случае вы становитесь своего рода вещевым наркоманом, где вам нужна новая и новая доза в виде новой покупочки. Именно поэтому через год 15-й iPhone не так сильно будет тебя радовать, потому что выйдет 16-й. А вместо PlayStation 4 ты побежишь покупать PlayStation 5. И все эти вещи будут раз за разом копиться у тебя дома пыльным грузом. Я вообще приверженец минимализма. Люблю, когда под рукой находится только все самое необходимое. И пришел к мысли, что всю свою жизнь можно запихать всего в один гребаный чемодан. Все остальное — это уже излишки, без которых вполне себе можно обойтись. А в любом путешествии вам вообще достаточно иметь только паспорт, телефон и деньги. А если вы хотите, чтобы на вашей карте вводились деньги, то можете присмотреться к дорвейной движухе. Десятки часов контента с автором, имеющим 11-летний опыт, то есть со мной. Вас ждет сразу 7 моих лучших обучающих программ с обратной
обратной связью от меня и ваших единомышленников. Вы научитесь зарабатывать на зарубежном партнерском маркетинге в долларах или криптовалюте. Научитесь делать автоматически созданные сайты без знания других языков. Принимай решение сейчас и залетай на движуху по промокоду, который ты видишь сейчас на экране. И да пребудет с тобой сила. Также я считаю, что в современном мире людям зачастую не хватает осознанности. То есть люди больше потребляют, нежели создают. Люди больше забирают, нежели отдают. Я считаю, что это не совсем правильно. Пользоваться ресурсами, не давая этому миру ничего взамен. Поэтому начинайте задумываться о том, что вы можете дать полезного этому миру. Я вот, например, завел YouTube-канал, который веду уже 2 года, на который ты можешь сейчас подписаться. И на нем я делюсь своей энергией, своими мыслями с другими людьми. Короче говоря, тоже занимаюсь своего рода созиданием. Приношу этому миру пользу. То есть учу людей зарабатывать, сохранять и приумножать свои деньги. И есть такой баланс. Я даю вам свою энергию и получаю энергию взамен в виде лайков и какого-то там фидбэка от вас. И я чувствую, что несу что-то значимое. Чувствую, что несу какую-то миссию этому миру. И все это, несомненно, приносит мне радость и гармонию в жизни. Поэтому, если хочешь почувствовать себя более наполненным и живым человеком, то учись также отдавать что-то этому миру. И отдавать не требуя чего-то там взамен, а просто так, от всей своей души. Короче говоря, тема антипотребления очень тонкая такая, я бы даже сказал щепетильная. И в основе всего, конечно же, лежит человеческая жадность, человеческое накопительство. Неуемная жажда поглощать все ресурсы этого мира, и неважно, нужны они вам или же нет. Но иногда нужно замедлиться, остановиться и подумать о том, чего же вы действительно хотите. Научитесь, например, ценить людей. Научитесь, например, ценить тех, кто рядом с вами. Тех, кому абсолютно наплевать, в каких вы ходите брендах и сколько на вашей карточке средств. Тех, кто находится с вами просто потому, что хотят находиться с вами. И в нашем мире, в принципе, теряется эта способность ценить кого-то или чего-то. И это на самом деле очень грустно. Мы живем в мире, в котором все закрыты. Мы живем в мире, в котором никто никому не верит. Где каждый живет в своем каком-то коконе, из которого не хочет вылезать. И зачастую, если скажешь о том, что кто-то тебе очень сильно дорог, тебе будут доказывать, что это ненормально и что это какое-то психическое расстройство. Так что, ребята, просто научитесь ценить и радоваться жизни. Но я на самом деле не перестаю верить во внутреннюю красоту и доброту в людях. Верю, что совместными усилиями можно много чего изменить в этом самом мире. Особенно если ты еж, который мечтает набрать 2 миллиона подписчиков на YouTube и будет делиться этими мыслями со всеми окружающими. Потому что если ты чего-то хочешь изменить в этом мире, то нужно начинать в первую очередь с себя. Я на самом деле очень сильно поменялся за эти годы в лучшую сторону. У меня прошли все эти дурацкие мысли из разряда победа любой ценой. Я больше начинаю думать об экологичности того, что я делаю, и о пользе людям. Ведь с какой стороны ни посмотри, самая благая цель в этом мире – это именно служение людям. То есть мне всегда хотелось сделать этот мир чуточку лучше, а его обитатели более счастливыми. И я понял, что самое большое зло исходит от такой вещи, как бедность. Именно с этим самым злом мы боремся у меня на канале уже 2-й год. И я верю, что какое-то из моих видео реально способно изменить жизни людей. И на самом деле не так-то много чего нужно для счастья. Всю мою жизнь можно спокойно упаковать в чемодан. Однако я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена теми людьми, которым я как-то сумел помочь. Я хочу накапливать не миллионы рублей или долларов на своем счету, а миллионы спасибо. То есть хочу, чтобы к концу моей жизни мне миллион раз сказали спасибо. Такая вот у меня глобальная цель. Кстати, можешь начать прямо сейчас, если тебе понравился этот ролик. Комментарии у меня всегда открыты. Только я имею в виду от разных людей, поэтому не надо там спамить миллион раз. Короче говоря, я крайне рекомендую вам на собственном примере избегать такой вещи, как потреблятство. В тот момент, когда я отказался от всех этих ненужных привычек, я стал ощущать себя значительно счастливее. И даже если у тебя сейчас особо ничего нет, то помни о том, что многого тебе и не надо. Солнце одинаково светит как и миллиардерам, так и обычным людям. Всегда можете провести свое время с друзьями, провести время с любимыми, провести время с самим собой. Вы всегда можете насладиться закатом, треском огня или послушать то, как течет ручей. Ведь все эти простые мелочи доступны каждому человеку, вне зависимости от его статуса, вне зависимости от его работы и прочих вещей. Наш уровень счастья лишь на 10% зависит от того, что мы имеем, и на 90% от того, как мы к этому относимся. И в силу того, что у каждого человека в этом мире разное мировосприятие, всякое восприятие мира идет изнутри. Просто помогайте другим людям становиться счастливее. Ведь мы все видим мир абсолютно по-разному. Именно поэтому мы зачастую не можем договориться. Излагайте другим людям свою точку зрения. Пытайтесь ее обосновать. Много вражды в этом мире происходит только потому, что люди не могут договориться между собой. А это, в свою очередь, происходит из-за того, что люди друг друга не понимают, потому что видят мир
по-разному. Другими словами, чтобы быть счастливее, нужно больше общаться и находить общий язык. Я верю, что однажды мы все сможем друг с другом договориться, и в этот мир придет комфорт и процветание. Будет меньше жадности, будет меньше жестокости, будет больше счастливых улыбок на лице. И этот новый дивный мир мы построим с вами вместе. Уймите жадность внутри, избавьтесь от этой психологии потребления. Научитесь творить и что-то создавать, научитесь отдавать это миру. Научитесь слышать себя и слушать других людей. Научитесь объяснять другим свою точку зрения, потому что другие люди видят мир не так, как вы. И в идеале вся ваша жизнь должна уместиться в один чемодан. Именно тогда вы будете чувствовать себя максимально счастливо. Ну а для всего остального, как говорится, есть MasterCard. А на связи был Ёж. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк. И обязательно посмотри другие ролики, которые ты видишь сейчас на экране. Они тоже очень интересные и очень полезны. Не будем терять ни секунды, встретимся там.